Рубрика «Парное фигурное катание» и Алина Загитова. Смотрим на произвольные программы. Очень легко делают выбросы. Мне кажется, Таисия просто идеальная партнерша в плане пропорций. Маленькая, худенькая. В принципе, такая пара очень хорошая, складная, красивая. Частенько. Видно, что ребята прям голодные до побед, очень жадные, в хорошем смысле этого слова. И готовы рисковать и так классно кататься. У них очень интересные переходы, такие связующие шаги. Очень круто, что они не пропускают, хотя они тоже требуют достаточно много сил. Мне кажется, в этом сезоне они определенно стали лучше. Ребят, 2 этапа гран-при, 2 удачных, очень хорошие, слаженные, все элементы сделаны. Так как я перфекционист, то, конечно же, еще очень много работы впереди. Вот. Но сегодня, да, пришлось чуть-чуть брать все в свои руки и красить картину, рисовать, вот это все. Использовать меня как холст, да, а самой наносить использовать краску. это как отвлекающий маневр от наших шероховатостей. Вот. Ну, так что сегодня так, в творческом порыве мы проехали произвольную. Подождите, а вы чем-то недовольны? Слушай, во-первых, было тяжеловато. Тяжеловато Было в плане очень того, физухи, что... что-то я умер уже где-то. Акклиматизации? Нет, вообще не акклиматизация. Я думаю, да не знаю, что я умер, если честно. Я просто очень устал в прокате. Но я видел, как замечательно откатали Тася Щербинина с Артемом Петровым. И я понимал, что нам надо бороться. И даже несмотря на какие-то косяки, которые у нас там, в том числе это на тулупе я каким-то образом косякнул, поддержки были не очень, но я просто уже тащил, вот просто чтобы сделать из последних сил, я не давал себе, не давал Насте сорвать их, потому что я понимал, что надо бороться за каждую более Я сотую. думаю, что сегодня было тяжелее физически катать, все-таки из-за того, что эта арена меньше. И последние прокаты мы делали больше упор на скорость, набирали скорость. И когда ты едешь на ней, то и элементы делать гораздо проще. Здесь все-таки мы в виражи никак не попадаем.
Поэтому даже в начале поддержки как-то вот уже чего-то не хватало. Поэтому Дима большой молодец, что сегодня просто на силе воли все сделал. Видишь, дождался таки Похвалы. похвалы. Молодцы. Стой. Они прямо около бортика настолько близко приезжают. Я не представляю. Вообще не боятся там за бортик как-то запрыгнуть. Такая интересная поддержка. Она там наверху. Он в полукораблике стоит. И так сложно держать баланс. А тут еще и в кораблике с развернутыми ногами. Можете представить? О, хорош! Это было очень круто. Это было незабываемо. Спасибо большое, ребят. Доделали все. Мы прям максимально все доделали, додержали на большой скорости. Интересные позиции были в поддержках, сложные позиции. Сумма за две программы 220,53. На данный момент они занимают первое место. Looking for trouble, came to the right place. Never look for trouble, never ran. Что с поддержками я не могу понять вообще. Делать. Ну, намного лучше, чем в Казани. Объективно. Что с ребятами конкретно сейчас происходит? Может, какие-то недопонимания в тренировках есть? Либо это как в отношениях какой-то кризис? Бывает в жизни огорчения, и бывает радости, и печали, бывают удачные моменты, неудачные моменты. Поэтому вы привыкли видеть их всегда на пьедестале, всегда надежно. Но жизнь, она многогранна, поэтому если в их выступлении появились ошибки и сложности, которые у них были весной, ну вот пока мы не можем из этого выйти. Поэтому это нормальный процесс. Если мы посмотрим состояние других спортсменов, у которых были травмы, то или какие-то неувязки, или какие-то осложнения в подготовке, у них у всех бывают ошибки. Поэтому не расценивайте это как какая-то трагедия. Это естественный ход, как всегда, после лета наступает что? Осень, зима, а потом снова весна. Раз. А может быть, весна запоздает. Вот мы это и ждем. А, допустим, какие-то всплески эмоций, которые некоторые партнеры высказывают, ну, люди-человеки все. Да. Поэтому все вполне естественно, так что не осудите их строго.
Как вот именно тренер справляется? Что нужно говорить спортсменам в этот момент? Над чем Спортсменам работать? нужно говорить следующее. Ребята, вот здесь были недостатки, мы это повторяем 2 раза, 3 раза, 4 раза. После каких-то шагов, повторяем многократно, сериями, или пытаемся, допустим, выразить свое восхищение исполненным элементом, каким бы этот элемент, как бы он ни был выполнен, для того, чтобы как бы представить этот элемент, когда он будет хорошо представить публике. Это первое. Второе. Мы говорим о том, что можно найти другие приемы, или другие элементы, где себя показать. И если есть какие-то сложности, допустим, в технике или в исполнении, связанные с бывшими травмами, пока, когда ребята восстанавливаются. А и в любом деле, в любом бизнесе, в любой сфере деятельности, в любом коллективе бывает какие-то неувязки, какие-то рассогласования, неудовольствия. И это все приходит в норму, когда техника и исполнение становятся на том уровне, на котором ребята привыкли. То есть вы не ругаетесь на ребят? Что значит ругаюсь? Что? Вы что? Ну, Что вдруг значит в этом жесткость? Жесткость какая? У вас же Ребята, есть. доброе утро, делаем то-то, то-то несколько раз с улыбкой на лице. Вот моя самая главная воспитательные беседы. И будем смотреть, как они будут выходить из этого положения. Они будут выходить из него достойно. Как они умеют. Да. Мы все это прекрасно знаем. Так что, ребята, мы ждем вас на следующих соревнованиях и к чемпионату России. Я думаю, что будет уже лучше. Они же Естественно. работают. Конечно. Саш! Сейчас плакать пойду. Матч. Анастасия Мишина, Александр Галямов набирают 134,35. Сумма за 2 программы 210,99. По итогам соревнований они занимают 2-е место. Я так рада за вас. Очень ждала этого момента. И видела, как ваши тренеры просто вместе с вами прыгали, как-то поддерживали, пытались вам дать силы. Вот скажите, пожалуйста, вы все время чем-то были недовольны после проката? Вот сейчас вы довольны? Довольны. Сегодня мы откатали классно. Как поймать вот этот дзен в паре? Мне кажется, он у вас в полной мере есть, и практически вы как будто бы не ссоритесь. Что я? Что смешное сказала? Смешное. Да не, вообще не ссоримся, мы вообще... Всегда два поддерживаем друг белых друга. одуванчика. Да, никогда голос не повышаем, нет. Вообще никогда такого не было. Чувствуется фальшь ваш. Да ты что? Ну, Не нет. может быть. Ну не, а если серьезно, по-любому у вас они случаются, но у вас как будто бы этого и нет. Но как будто бы и есть. Нет, стало меньше намного, но сколько мы уже, 6-й год вместе катаемся, мы привыкли друг к другу, ко всем этим сдвигам, когда я пытаюсь сделать так, чтобы... Ну все, тут я ничего не скажу, чтобы его не разозлить. Или он, наоборот, когда я злая, я не буду ничего ей говорить, чтобы ее не разозлить, и все. Ну, иногда, конечно, бывает. Даже когда ссоримся, мы умеем мириться, мы это проговариваем, прорабатываем наши с ней отношения, и у нас это супер. Прорабатываем. Подходим. Давай мириться. Ну, самое идеальное, просто обняться и извиниться. Но вот теперь вы понимаете, что вы обыграли самую топовую пару, одну из. И теперь у вас планка уже где-то там. Завысилась. Чемпионат России, как вы будете, с каким настроем выходить? На самом деле нельзя на этом зацикливаться. Будешь думать, такой, да я все умею, зачем мне нужно, мы обыграли и все. Нужно наоборот, вот как в Красноярске было, мы после Красноярска приехали, ужасно откатали. И с первого же дня прям мотивация была работать по сегодняшний день. Прям работали, и я считаю, мы очень большую работу сделали вот за эти, 3 недели. А вы дарите друг другу подарочки за хорошие прокаты? Нет такого. Нет? Но в гости иногда собираемся. Да.
В баньку она частенько меня приглашает к себе. И вы парите друг друга, а там это тебе за выброс, а это тебе за поддержку. Нет такого? Нет, нет. Ладно. Ну вот сейчас можно друг другу подарить там подарки? Я даже знаю, что бы ты попросил. Щеночка. Мы разводим щенков, и он как-то приходил к нам в гости, увидел этих щенков, лег вот так вот, и они просто так по нему ходили. Вот у нас Павел Сергеевич берет щенка, наш тренер, и вот он все просит: ну отдайте нам щеночка, отдайте. Подходит как-то Павел Сергеевич и говорит: подарите мне щеночка. Когда я пришел к этим щенкам, я там чуть не обоссался от счастья, честно говоря. Они такие милые, я прям... Но у меня таких денег нет на щенка. Ну вот, вы заработали сейчас. Да уже щенков всех продали. Да? А когда новые будут? Через полгодика. Еще можно прокатить на 2. Да, еще подзаработай, может быть, 2-3 там уже. Я ему предлагала этих собак своих отдать на пару дней. Ну, чтобы ты попробовал. Блин, маме нельзя говорить. У меня мама с папой уезжают отдыхать, я, то есть, одна остаюсь, а у меня 4 собаки. Я ему говорю: давай я тебе отдам этих 4 собак к себе. Он такой: где у меня жить будут? Я говорю: ну они в квартире, а ты вот не знаю где. Вот. Сказала, Ну, в общем, маме не говорить. договорились сначала на одного. Она решила всех не забагрить. Ну, чтобы ты понял, всю суть отцовства сразу же. Ладно, все равно бы я ему не отдала. Ну ладно, вы уже выиграли, вам можно делать все, что угодно до чемпионата России. Мы ждем вас в самой лучшей форме, еще лучше, Спасибо, если есть куда. Произвольные программы пар подошли к концу. Ждем их на чемпионате России. Уже совсем скоро. Пока-пока.